Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, стоит ли мне делать прививку от COVID, если у меня плеврит 20 лет, тяжело дышать, в легких жидкости, варикоз ног? Вы хотите, наверное, задать мне другой вопрос. Он звучит так. Андрей Андреевич, есть ли какая-нибудь способность или возможность аннулировать действие прививки, которая необходима? Ведь всем уже становится понятным, что все заявления наших властей и вся политика, в общем-то мировая политика, она требует незамедлительного подчинения, и нас рано или поздно все равно заставят сделать прививку. И тут нужно задать такой вопрос: есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы после введения прививки аннулировать действие данной прививки? И он есть. Для этого нам поможет Википедия. И в Википедии мы можем прочитать. Нам необходимо ввести ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовые лучи. И открываем ультрафиолетовые лучи. И сейчас. Фиолетовые лучи. Ладно, сейчас не об этом. Ультрафиолетовое облучение, оно способно полностью нейтрализовать влияние любой прививки. Об этом можно найти информацию в Википедии. То есть в случае, если вам сделали укол, и вы не хотели бы, чтобы этот укол на вас действовал, то вам необходимо сразу же после того, когда вы получите этот укол, пойти в солярий и позагорать. Таким образом, действие тогда введенного в вас вещества будет полностью, где-то процентов на 65-70 нейтрализовано. И это ваш выбор. Я считаю, что я должен об этом сказать, потому что забирать у человека возможность выбора, я считаю, никому не должно быть подвластным, и никто не имеет права этого делать. То есть если человек не хочет делать прививку, хочет болеть, это его индивидуальный персональный выбор, потому что у нас есть свобода слова, свобода выбора и свобода вероисповедания. Навязывание человеку того, что он обязан что-то сделать, фактически является нарушением конституционных прав тех стран, в которых это навязывают. Таким образом, несоблюдение Конституции в этих странах приводит к пониманию того, что сама власть, она не соблюдает Конституцию и не соблюдает конституционные права граждан. Но это, в общем-то, не мое дело. Я человек маленький, и мне это все равно. Тем не менее, в случае, если вас вынуждают сделать, то сделайте, как я вам говорю. В случае, если вам тяжело дышать, и у вас плеврит легких, жидкость в легких, варикозное расширение вен, на варикоз не повлияет. А вот на плеврит, вы знаете, очень сложные процессы происходят, и до конца непонятные процессы происходят после получения прививки. Я знаю десятки уже или сотни даже случаев, когда человек бессимптомно принимает прививку и, в общем-то, хорошо себя чувствует и первую, и через 2 недели. Но есть и другие люди, допустим, есть люди, которые после применения первой прививки, у них появляется и высыпание, и появляется высокая температура, и недомогание, и общее ощущение воспалительного процесса в организме, и сой растет и так далее. После применения второй, уже более мягкий такой процесс происходит. О чем это говорит? Это говорит о том, что на каждого человека по-разному это влияет, и сказать как-то так, как влияет, невозможно, потому что нам говорят, что все должны привиться данной прививкой, а какие есть противопоказания, может ли это привести к осложнению, какие лица не должны проходить прививание. Почему-то эта информация, она либо скрывается, либо
очень сложно ее найти, ну и из-за этого и недопонимания. Но мой вам совет такой: если вас заставляют сделать ковид-прививку, сделайте ее. Вам ничего не грозит, а в случае, если вы сделаете, то можете просто сходить в солярий. Валентина Бондаренко.